Алло. Алло? Да. Такси, правильно? Ну да. Я подъехал уже, я стою, жду вас. А где вы стоите? Я просто тоже на улице стою, вас не вижу. Ну, Калантай 5, я вот с Белышева подъехал, где точка у вас указана, у парадной стою. В кармане. Я во дворе. Во двор подъедьте, пожалуйста. Так просто у вас-то нет ни в комментариях, нигде не указано, что во дворе, поэтому я сюда подъехал. Всем привет! Сегодня поговорим о такой теме, которая волнует каждого россиянина. Да что там россиянина, любого человека в мире. Это недвижка. Хочу сегодня вам предложить и порекомендовать к обязательному просмотру и подписке канал новостройки Петербурга от Pride Group. Но не упирайтесь в название. Ребята не ограничиваются только нашим регионом Санкт-Петербургом. Итак, все по порядку. О чем канал? Канал о недвижимости. У них есть интересная тема, и они за нее очень хорошо взялись, предлагая ряд невероятных преимуществ. Они не продают квартиры, которые не купили бы сами. Они проводят очень безопасные сделки, имеют прямые контакты со всеми порядочными, внимание, застройщиками Санкт-Петербурга. Имеют большую базу переуступок от подрядчиков, цены ниже застройщика. Их команда независимые эксперты. Им нет необходимости продавать только определенного застройщика. Они имеют большое количество положительных отзывов. Итак, они могут работать с региональными клиентами, потому что проводят встречи онлайн. Могут и сделку провести дистанционно и безопасно. Ребята могут научить зарабатывать на недвижимости и из одной квартиры сделать 10 с помощью ипотечного рычага. Их инвестиционные покупки в среднем прирастают на 20-30% в год. На данный момент у них в базе более 40 тысяч квартир. У них свой ипотечный и юридический отдел плюс команда из 30, внимания, агентов. В их инстаграме постоянно выкладываются новости рынка недвижимости. И все это, кстати, бесплатно. Платит застройщик. Более того, если клиент приходит к застройщику сам, у него будет ровно такая же цена. И это не все знают. Итак, ссылочки на YouTube канал и Instagram будут в описании. Обязательно приходите, подписывайтесь и изучайте тему. И да пребудет с вами удача и куча бабла. Пока-пока. Сейчас я подъеду во двор. Какая там парадная? Вот так же симметрично получается от того, где я встал. Да. Сейчас я подъеду, хорошо. Что за сложность в таких домах огромных указать, куда надо подъехать? Непонятно. Непонятно. Вот. Опять вопросы к сервису. А какой может быть сервис, если есть недопонимание между водителем и пассажиром? Прекрасно, да? Пассажир указал. Подъедьте во двор. Закрытый двор. Опять квест. Шлагбаум. Ворота. Что надо делать? Опять давить на кнопки. Выходить. Заходить. Вот почему сразу не сказать это? Подъедьте и там шлагбаум. Нажмите на кнопку. Там что-то скажите. Как, чего там? Опять звонить надо. Ну что такое, а? Так. Алло. А я подъехал к вам, тут у вас тут шлагбаум, ворота, 3 блокпоста. Как мне заехать-то? Я вышел уже, так где вы стояли, на Белышева. Так, стоп, вы вышли вы вышли на Белышева? Вы мне сказали, стоите, что на Белышева. Я вышел на Белышева. Двора. Давайте тогда назад, едьте, разворачивайтесь, я вас буду стоять. Я не буду никуда ходить. Так а что же вы не сказали-то, что вы пойдете? Вы же наоборот сказали, что надо подъехать внутрь двора. Я вообще не понимаю. Вы сказали, надо подъехать внутрь двора. Я подъехал внутрь двора. А сейчас, получается, вы вышли. А что же вы... Давайте сейчас не будем качели качать. Просто смотрите тогда, вот где вы стояли первый раз.
Когда приезжайте, я вас буду стоять ждать. У вас просто дом огромный. Его объезжать тут, я не знаю, сколько по времени, понимаете? Денег заплачено до подачи такси ровно до той точки, до которой у нас указано в программе. Если вы... Вот мы сейчас просто дольше будем сейчас выяснять отношения. Давайте вы сделайте красиво, и мы поедем. Это все ясно, но вы поймите, водителей тоже, вы представляете, сколько вот этих лишних движений, потому что вы не можете нормально указать точку подачи. Мы делаем. Давай не будешь мне мозг ебать. Так, во-первых, не надо так разговаривать, это во-первых, понимаете? Во-вторых, я реально, вы просто вот, знаете, как вот когда у Тарантино заканчиваются сюжеты для фильмов, он приезжает в Россию и катает эконом 2 дня, и потом у него опять есть сценарий для его кровавых историй. Понимаете? Вот я так скажу аллегории. Я вас палками не гнал работать в такси. Ой, давайте... Это понятно. Выполняйте свои функции, я плачу деньги. Вы не можете сервисом нормально пользоваться. Вы научитесь им пользоваться для начала, понимаете? А не гонять водителей по кругу. Выполнять свои обязательства. Вы должны подъехать, забрать меня и отвезти в указанную точку. Это правильно. Я подъехал в указанную точку. Если вы по программе не видите, куда это, то где эта точка указана. Блядь, ты что, дебил, что ли? Вот реально меня прикисло, просто нет, дебил. Приезжают таджики, блядь, они умнее, чем ты. У меня... Русский, У меня на самом деле, мне смешно, но у меня на самом деле вопрос к вам такой же. И я его тоже задам. А вы, блядь, тоже дебил? Вот вы мне скажите, если вы так разговариваете, вы, блядь, не можете машину вызвать куда вам надо. Даже дети могут это сделать, блядь. Значит, получается, не я, сука, хуже таджика, блядь, а вы хуже вообще пойми никого чего. И заставляете меня сейчас материться. Понимаете? Вы даже если позвоните в службу поддержки, вам скажут, блядь, что машину подают туда, где у вас указан адрес, а не гонять водителя. Вот подавай, куда она указана, блядь. Ты приехал, вот приезжай вот сюда, где ты стоял, все, мозг не еби. Слушай, все, давай, гони и... Я сейчас, сука, терпение кончится. И что будет-то? Ну, кончится терпение, что будет? Делайте от... Да, блядь, да ты сначала найди меня, блядь, вокруг своего дома, чтобы мне ебало разбить. Сначала найди меня. Я тебя найти не могу, даже посадить тебя не могу, потому что ты тупой не можешь точку указать. Я тебя сейчас нахуй посажу, блядь, ты будешь вертеться и радоваться жизни. Да я тебя нахуй пошлю сейчас просто, и ты будешь стоять и ждать другую машину, понял? Ну, нахуй, вообще. Вот нет у меня, как обычно, комментариев к этому. Один мат сплошной, как бы, и 100-рублевые поездки. Вот это все терпеть приходится просто потому, что люди не могут адекватно относиться к работе других людей. Ну, просто вот не могут, и все. Я согласен, возможно, я где-то перегибаю палку, возможно, но у меня просто зла не хватает. Ну как так-то? Значит, надо воспитывать людей. Мне все пишут все время: зачем ты так себя ведешь, зачем ты нервы тратишь, это не твоя работа. А почему это не моя работа? Я к работе нормально отношусь. Я нормально задаю вопросы, пытаюсь людям объяснять, как надо себя вести и что нужно делать в жизни. Да пошел ты. Я с тобой наговорился. И люди вот так себя ведут и готовы еще, соответственно... А мне кажется, что иногда люди специально создают такие конфликты и вызывают водителей, чтобы выплеснуть негативную энергию. А может и подраться, если получится, блядь. Он же не видит, кто в машине сидит. Я сейчас стопудово, я подъеду, сука, я выйду из машины, и там просто человек засунет язык в жопу, как это обычно бывает. И будет говорить там... Может, он перед тёлкой там рисуется, я не знаю. Но это же вообще не порядок. Это же вообще просто моменты негативные, которые мы во вселенной размещаем, и которые потом выходят боком. А так не должно быть. Я уверен, что так не должно быть. Просто не должно быть. Нужно с пониманием относиться ко всему. Я сделал круг вокруг дома, он пошел теперь в другую сторону. Сейчас я приеду, он пойдет опять в другую сторону. Так мы будем кататься, искать. А нужно просто написать либо в комментарии, что тебе нужно во двор, либо просто-напросто позвонить и сказать: у вас точка указана там, а мне нужно сюда. Зачем доводить-то до такого? Я реально не врубаюсь. Вот мне реально непонятно. Наверное, у человека проблемы просто. 100%.
Как этого избежать? Вот мне напишите в комментариях, пожалуйста, кто знает, как этого избежать. Терпеть, засунуть язык в жопу и выполнять лишнюю работу бесплатно, просто потому что судьба загнала меня в такси? Ну, это же неправильно. Ну, давайте теперь ко всем, кто, не знаю, там, по статусу ниже, там, доктора наук, всех будем чморить и относиться к ним как к говну. Только это неправильно, я считаю так. Ладно.